Что такое виды балансировок? Зачем они нужны? Всем привет! Итак, прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать буквально пару вводных слов. Данное видео является продолжением моего предыдущего видео. Ссылки, соответственно, будут в описании видео и в самом видео. Скажем, это тема продолжения, которую я расскажу немножечко с другой точки зрения. Итак, перейдем к основной части данному видео. Значит, различают два основных вида балансировки. Это статическая и динамическая. Чем же друг от друга они отличаются? Тем, что первая статическая балансировка проводит в том случае, когда в результате дисбаланса на деталь действует одна сила, приложенная к одной плоскости. В этом случае деталь не вращают, достаточно только качнуть. И второе, динамическое. По сути, все то же самое, только на нее действует несколько сил, приложенные к нескольким плоскостям. Это было описание. Перейдем к следующему пункту. Это этапы балансировки деталей. Первый и самый очевидный пункт – это приготовление инструментов и саму деталь. Второе – это проведение измерений с целью определения последующих действий с деталью. Третье – расчет массы и углов установки корректирующими грузиками. Четвертое – установка корректирующих грузиков с целью последующего устранения изменения остаточной вибрации. И пятое – это завершение балансировки. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, прокомментируйте, поставьте лайки. Вместо того, чтобы поставить дизлайк, лучше напишите комментарий, где была с моей стороны ошибка, чтобы я лучше ее усвоил. Пока что на этом все. Всем спасибо и помните, дальше будет только интересней. Всем удачи!